Конечно же, мне интересно мнение на мой предыдущий ролик касательно того, что происходит в Москве, и касательно того, что это не имеет никакого отношения к украинскому опыту и к Майдану. Но просто высказывались люди, что не имеет никакого отношения, а это совсем другое. Я говорю, окей, и мы решили узнать об этом прямо-таки в Москве. Я прочел комментарий по поводу того, что это не репрезентативный ролик, это мнение всего одного человека. Ребята, но ведь вы этого и хотите. Ведь голос должен быть услышан. Пускай одного человека. Мы не выдергивали этого одного человека, все видео в полном объеме у меня сохранилось. Мы не выискивали кого-то особенного. Мы подходили к людям, которые соглашались говорить, мы с ними говорили. Не репрезентативно, вот еще. Это вторая часть. Ну, мы хотим посмотреть, послушать, что это за люди, что они призывают к незаконным действиям каким-то. Мы хотим понять, чем они руководствуются, кто их спонсирует и так далее. Узнать, что происходит. А у вас какая-то организация, да? Да, мы за Россию. В каком плане? Ну, мы поддерживаем Россию. Движение «Серб» против, какая организация? Серб, да, движение серб. Да. Мы не согласны с их позицией. Мы против вот того, что происходило в прошлое воскресенье, но мы хотим понять, чем они руководствуются, что это за люди. И самое главное, не допустить того, чтобы были призывы к смене власти, к Майдану, потому что на Украине то же самое. Вышли против коррупции, вроде все нормально было, а потом молодежь направили на Майдан. И теперь даже... А фактически очень многие, кто были там, они уже мертвы. Вот мы не хотим, чтобы подобное было тут. Вот и все. И мы не допустим. В общем, мы за народ, за Россию. Я с партией Всеской нации. Молодежной партии Всеской нации. А, просто, да, как наблюдатель. А что вы думаете по поводу сегодняшнего митинга, который должен быть? Надеемся, что соберется 1000 человек. В принципе, 26-го неделю назад собралось 10 тысяч. Вы там были? Да. И как вам? Ну, все было ожидаемо. Были чересчур жесткие задержания, людей били дубинками по почкам, по голове. Все было ожидаемо. А что вы ждете вот из сегодняшнего митинга? Ну, ждем действия вообще какой-нибудь движухи, потому что если сегодня выйдет 1000 человек, через неделю выйдет 2000. Периодически, если такое будет продолжаться, это количество достигнет 100 тысяч. А что потом? Существенные изменения, потому что если 10 тысяч людей можно игнорировать, то 100 тысяч уже вряд ли. А каких изменений вы ждете? В лучшую сторону. Ну, а можно поподробнее? Демократизацию, тем более, я думаю, не стоит говорить даже о том, что у нас 17 лет уже один человек у власти, так что... А что плохого в этом, то, что один человек у власти? Недавно я читал исследование, и, в принципе, оно было довольно-таки правдоподобным, и основная мысль там заключалась в том, что человек, каким бы изначально он ни был хорошим, через 4 года или крайний срок там был что-то порядка 8 лет, находясь у власти, у него просто деформируется психика, и каким бы хорошим он ни был, он становится плохим. И получает опьянение от этой власти, что и произошло с Путиным. Тем более, мое поколение не хочет, чтобы у власти были гэбисты, чекисты и ФСБшники. Ну, смотрите, а вы в курсе по поводу того, что вот в Киеве происходило в 2013-2014 годах? Да. А что вы думаете по поводу вот тех событий? Все отлично. Вы поддерживаете эти события? Я не могу их поддерживать, меня там не было, я могу... Не знаю, не могу никакое оценочное. Но вы в курсе того, что там люди выходили тоже, борясь с коррупцией, сменой власти? Да, и у них это получилось, они встали на истинный путь. А вы хотите такой же путь, такого же будущего, как в Украине? Во-первых, путь демократизации, особенно каких-то серьезных изменений, он везде уникален, и он не может протекать по какому-то шаблону, так что посмотрим, что будет. А чем отличается ситуация, которая была в Киеве в те годы, да, 3 года назад, и с тем, что вот сейчас происходит в Москве? Но они радикально отличаются. Не знаю, я не вдавался в подробности, я не могу никакие оценочные суждения озвучивать. То есть вы не в курсе, как бы, да, того, что происходит в Украине? В курсе, что там происходит, что не так. Нет, просто смотрите, начиналось все тоже с таких же митингов. Просто в чем разница? Объясните мне.
меняемся? Ну, допустим, разницы нет, что из этого следует. Знаете, я сам с провинции, знаете, у нас такой бардак творится в провинции. Единственное, что я просто не знаю, кто так, ну, насколько Навальный, откуда, может быть, откуда он взялся, кто он. Или он настоящий там, или он, сами понимаете. Сначала знаете, я поддерживаю как житель провинции, знаете, какой бардак творится. Я тоже против всей этой коррупции, что там творится, знаете, как у нас зажимает, как в моей провинции, в городе Камыш, Волгоградской области, на 5000 людей выживают некоторые. И это еще маленькая часть списка. Как у нас завод, КД СМИ. А демократия, она будет такая вещь, и надо рулить. То есть свобода, ну так, чтобы нормально жилось, чтобы жить нормально, надо уметь и рулить. Демос, демократия, свобода, да, ну и надо правильно рулить, сопоставить и правильно. Это понятно. А вы пришли сюда с какой целью? Знаете, так сказать, изучение. Коротко, с какой целью вы пришли? Для начала, с одной стороны поддержать, с другой стороны, извините, все-таки понять, что человек Навальный. Я поддерживаю народ, но Навальный, я хочу рассмотреть его как лично. Да не, просто интересно. Раз уж такое дело, подойду, посмотрю, послушаю. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы сегодня на митинге? Да. А что вы ждете от сегодняшнего митинга? Ну, от сегодняшнего мы хотим просто, чтобы, во-первых, Навального отпустить наконец. И, ну, просто хотим наладить какой-то диалог с властью. Вот, потому что мы не хотим просто повторения такого же там Майдана, как на Украине. Просто пытаемся, чтобы власть нас услышала и чтобы они хоть как-то отреагировали. Потому что если люди недовольны, их нужно слушать, с ними нужно говорить. Да, я смотрел, конечно, фильм. Я считаю, что фильм нужно, чтобы как-то на него отреагировали. Я не могу судить, правду говорится там или неправду. Это должны выяснить какие-то органы. Пускай расследуют. То есть я хотел бы, чтобы было какое-то расследование официальное с выяснениями всех этих фондов, чем занимаются, откуда там деньги. Ну, то есть, чтобы это все прошло официально и показали нам. А была ли какая-то реакция от властей по поводу этого фильма? По поводу фильма я так и не услышал какой-то должной реакции. То есть я видел, как некоторые какие-то каналы пытались задавать вопросы этим фондам, но именно от властей я не увидел никакой реакции. Я услышал, вот Песков недавно заявил, что вот у нас все доходы прозрачные, мы подаем декларации. Но у него самого, насколько мы знаем, уже есть и часы, и не раз это слышали. А вот смотрите, вы говорите, что вы не хотите повторения Майдана, да, в Москве. А вот каким образом вы хотите это сделать не таким, как в Киеве было бы? Ну, смотрите, то есть мы же зачем выходят? Люди выходят на мирный митинг именно для того, чтобы власть услышала. Просто, то есть, если мы... Власть же, она довольно слепая, и она не видит просто, что вот люди недовольны. Они считают, им там приносят какие-то отчеты, им приносят, отчитываются там с регионов, что все хорошо, в мире у нас все здорово. И когда вот возникают такие какие-то резонансные вещи, то есть люди выходят, и вот просто количество этих людей недовольных, то есть показывает, что власти что-то идет не так. То есть, что необходимо как-то говорить с людьми, необходимо отвечать за какие-то свои действия. Что вот это такой звоночек им, потому что в противном случае действительно выйдет так, что люди будут постепенно где-то дома у себя кипеть, этот градус недовольства будет нарастать ровно до тех пор, пока вот люди не взорвутся. Вот. Но никто этого не хочет. Я хочу понять больше, вот в каком виде вы хотите протестовать, митинговать. Ведь смотрите, вы же в курсе, да, что произошло в Киеве в 13-14 годах. Вот, Я в курсе, что еще произошло, вот, например, в Южной Корее совсем недавно. Вот, где президент просто взял, подал отставку. Именно по таким же именно обвинениям, как сейчас премьер-министру, там президент подал в отставку и ушел. То есть против него завели уголовное дело. И это прошло мирно. То есть люди действительно тоже так же вышли. Но это прошло мирно. То есть я считаю, что при культурных людях, культурных властях все это возможно.
опять же, по поводу Киева, да, по поводу этой разницы. Что нам Киев? У нас Россия. Почему мы говорим про Киев? Потому что Киев это опыт. Ну, всё-таки как-то смотрим. Опыт, ну, у нас есть хорошо, у нас есть разный опыт. Я говорю, давайте поговорим про Южную Корею. Ну, я бы видел это так, что наш Владимир Владимирович назначил бы какое-то расследование официальное, то есть Следственный комитет, все дела, относительно дел Медведева. Показал бы все это достойно. Если это действительно оказалось бы правдой, все, что сказал Навальный, то Медведев уходит в отставку, мы выбираем нового премьер-министра, все. Вот. Это ничего страшного, если Медведев сядет в тюрьму, и у нас будет новый премьер-министр. Это придет другой опытный человек, и я не вижу в этом какой-то... Вот. Площадь революции! Площадь революции!